Конференция Александра Яковенко, посла России в Великобритании, тому подтверждение. Вопросов было много. Те телезрители, которые видели эту пресс-конференцию, наверное, уже поняли, что британские СМИ, представители британских средств массовой информации ходят вокруг да около, постоянно задают одни и те же вопросы. И у меня такое ощущение, что они вообще не слышат, что им отвечает наш посол. Такое ощущение, что друг друга даже не слушают, потому что они задают очень похожие вопросы. И, собственно говоря, ответы, им даются конкретные нормальные ответы, они их не очень готовы воспринимать. Тем не менее, главное, наверное, что сказал Александр Яковенко, это вот то, что вы уже слышали, я повторю, очень важная эта информация. Она касается прежде всего россиян, которые на территории Великобритании подверглись различным атакам, так если можно сказать, и пострадавшие россияне. Их обвиняет засекречивание британской стороной важной информации. Вот это вообще непонятно. Если, тем более, в всех их бедах обвиняется Россия, должны были быть какие-то факты. Фактов мы никаких не видим. Одни голые обвинения и больше ничего. Ну, еще, наверное, я отметил бы у Александра Яковенко очень важную вещь. Это ситуация в Сирии. Политика США, почти автоматически поддерживаемая Францией и Британией, несет угрозу для мира. Действительно, в последние дни мир оказался на грани горячей большой войны. Ну, во всяком случае, это не отрицали даже и наши высокопоставленные чиновники. Понятно, что была такая небольшая нервозная обстановка, все были крайне встревожены и ожидали вот-вот действий Трампа после его твитов таких агрессивных. Но в последний момент американский президент немножечко открутил назад. Видимо, он понял, что в учебники истории он может войти совершенно не на той, какой ему бы хотелось странице, не победителем, а проигравшим. Тем не менее, проблема не снята. И мы прекрасно видим, какие сейчас тектонические усилия проводят дипломаты, политики. Еще раз напомню, Владимир Путин он сейчас разговаривал с Макроном. И Макрон, вот, кстати, в разговоре выразил желание продолжить консультации с Россией. То есть я напомню, что Франция фактически была готова безоговорочно присоединиться к Соединенным Штатам в плане военного удара по Сирии. Ну и понятно, что и этот вопрос будет еще вот сейчас на выходных. Вы слышали уже, что будет Совет Безопасности ООН. Крайне напряженная обстановка. Что произойдет, какие последствия, мы будем обсуждать с нашими гостями. У нас в студии Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, Владимир Фитин, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ, Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, и Виктор Олевич, политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Здравствуйте, господа. Сразу первый вопрос, вот традиционный. Иван Коновалов, как вы думаете, удастся избежать войны? Вот так сразу вот вопрос ребром. Ну, во-первых, то, что произошло с господином Трампом, уже свидетельствует о том, что вот эта опасность, о которой вы только что говорили, она как бы рассеялась. Рассеялась ли? Ну, мы, конечно, не будем использовать утвердительные категории. Конечно, нет. Потому что в данной ситуации, когда существует огромное количество сторонников действительно войны в англосаксонском политическом истеблишменте, я говорю не только об американцах, да, но и о британцах тоже, когда таких сторонников достаточно много, конечно, утвердительно говорить не стоит. Тем не менее... почему вы считаете, что их много? Почему их много? Откуда Ну, такая потому что, например, госпожа Тереза Мэй, которая имеет проблему с Телфордским делом, да, значит, имеет проблему с ее заявлениями, что Великобритания будет править морями, а она этого не смогла сделать, и ее авианосец первый новый тут же сломался, когда вышел на испытательное плавание. Значит, имея бледный вид по поводу ситуации со Скрипалями, имея бледный вид по поводу ситуации по выходу из Брексита, где идет торговля, от нее требуют одну сумму, она хочет давать другую, она сказала своим партнерам по Евросоюзу: ну что ж, поддержите меня тогда вот в этой нападке на Россию, и я тогда вам выделю то, что вы хотите. Вот мы увидели,
как раз, что Евросоюз, скорее всего, купился-то как раз на это. Так что... То есть вы думаете, что это внутренние проблемы, которые транслируются вовне? Я так Нет, правильно понимаю? подождите, нет, тут ситуация не совсем такая, потому что... Ну, так получается, как бы только это. Это то, что эти люди, я имею в виду Мэй, и не то, что Трамп даже, да, а его окружение, неоконсервативное прежде всего, эти люди, да, они ради решения своих проблем могут, то есть решение ради тактического решения могут перейти вообще на глобальную политику. Это опасно, в принципе, да, возникновением войны. Владимир Филин, как вы думаете, вот вопрос ребром, будет война или нет? Вот так вот. Ну, конфликт военный. Ну, вы знаете, Такой глобальный. Учитывая непредсказуемость нынешнего американского президента, трудно делать какие-то серьезные прогнозы. Но то, что интересы для какой-то акции продолжают оставаться существенными, это и внутренняя проблематика Трампа, который продолжает вести серьезнейшие бои со своей оппозицией внутри страны. Это и вопрос расчленения Сирии, к которому стремятся Соединенные Штаты. И в этой связи ситуация на северо-востоке страны требует времени для того, чтобы попытаться отделить эту часть от всей страны как таковой. То есть вы считаете, что американцы хотят вот северо-западную часть просто оттяпать у Сирии и там таким образом сохранить свое влияние? Ну, это даже не я, это они так хотят сделать. Понятно. Правда, мешают очень этому усилия российских ВКС, которые помогают сирийской армии Отбиваться. успешно наступать в основных районах. И плюс турецкая агрессия на севере страны и операция, которая еще не закончилась, «Оливковая ветвь». Ну и плюс к этому еще возможность еще раз попытаться взорвать ядерную сделку с Ираном благодаря тому, что втянуть союзников вот в эту операцию, которая может затронуть и иранцев. Виктор Литовкин, как вы думаете? Ну, можно отшутиться. Есть такая шутка: войны не будет, будет борьба за мир, который камня на камне не оставит. Но сегодня шутить как-то странно было. Да, шутить как-то не очень хочется. Да. Вот. Я думаю, что, конечно, войны не будет, потому что невозможно представить войну между ракетно-ядерными державами. Тогда жизнь на Земле будет погублена. Ну, подождите, ну какой-то конфликт. Вот конфликт какой-то... В Вьетнаме там Советский Союз, летчики летали. Но это было другое время. Надо понимать, что это было другое время. Сегодня мы стоим уже друг перед другом, наши вооруженные силы, не через вьетнамцев, не через корейцев, а напрямую стоят друг перед другом. И американские войска тоже. Да, и американские войска, и наши войска. И я думаю, что американцы, конечно, понимают, что связываться с российскими ВКС им не нужно. И они Они говорят, мы не хотим связываться, мы вот Асада хотим бомбить. Вот а вы здесь в сторонке постойте, и никто вас не тронет. Вот там, где мы находимся, там они бомбить не будут. А вот какой-нибудь второстепенный объект где-нибудь в глубине Сирии, они, конечно, могут побомбить для того, чтобы утвердить свой опломб, свои амбиции, в общем, свое право командовать всей планетой. Но... А там, где находятся российские войска, они ничего этого не сделают. Они очень боятся конфликта именно с русскими. Виктор Олегович, вы что думаете? Вот так, ребром. Горячей войны не будет, так как американское военное командование и военно-политическое руководство прекрасно понимает, что в войне с Россией победителей не будет. А холодная война или ледяная война, как ее сейчас называют, она уже в разгаре и будет продолжаться. Свете. И когда у нас говорят о том, что ранее не было каких-то прямых, не стояли советские, американские или российские, американские войска друг против друга, вспомним Берлин, вспомним начальные стадии холодной войны, прошлой, то, что происходило до так называемой разрядки. И вот в это время мы возвращаемся. То есть даже консульства, которые были открыты в 1972 году, я напомню, что
российское консульство, тогда советское консульство в Сан-Франциско, которое было недавно закрыто указом Трампа, было открыто в 1972 году во время разрядки, и американское консульство в Санкт-Петербурге, которое недавно было закрыто в ответ на американские действия, также было открыто в 1972 году в результате разрядки. Мы возвращаемся во времена холодной войны до разрядки и можем ожидать интенсификации конфликтов как в Сирии, так и на Украине и в других горячих точках. Так же, как в годы прошлой холодной войны это происходило во Вьетнаме, в Эфиопии, в Анголе и других странах, где соприкасались, где противостояли друг другу американские и советские интересы. Тем не менее, давайте вернемся к более пока приземленным, казалось бы, вещам, но все великие войны начинались с малейших поводов, как казалось бы, не очень таких уж важных. Я хочу, конечно, сказать про дело Скрипалей, и вот сейчас эти новые данные, а именно о отчете ОСХО, все обсуждают эту тему. Эта организация подтвердила, что это был нервно-паралитический газ, это то вещество, чем отравили Скрипалей, но, тем не менее, там не было сказано в этом отчете, что это именно новичок. Тем более, как правильно Александр Яковенко заметил, вот только что в интервью британским СМИ, то, собственно говоря, сам новичок, термин, это, в общем-то, не российский и не советский. Вот так, это кодовое западное название. И нет никаких отчетов и доказательств, и даже каких-то комментариев, что это вещество не могло быть сделано в Портендауне, например, да? Потому что уж как-то больно бодро выздоровели Скрипали, если это действительно так, потому что их еще никто не видел, и никто с ними не разговаривал. Значит, был какой-то антидот, а это значит, что, соответственно, это вещество и производится, и антивещество производится одновременно. Ну, как бы так логично. Вот что сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел, по поводу отчета ОСХО. Эксперты ОСХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества. Там уже такие политики, как Борис Джонсон, стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОСХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая highly likely. Это очередной эксцесс этого политика, к нему уже все привыкли. Еще раз подчеркну, ОСХО подтвердила исключительно состав химического вещества. И в закрытой части доклада приводится подробная, длинная химическая формула. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в Конвенции о запрещении химического оружия утвержден, и по которому должны страны-члены отчитываться. Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада. Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности. Ну вот такое заявление. Действительно, Иван, как вы думаете, можно ли на основе ОСХО сделать вывод, что все-таки это не новичок? Ну, как бы там нет этого, как вы прокомментируете? Ну, вы знаете, на основе вот того, что сейчас, той информации, которой мы с вами обладаем, безусловно, что наш МИД и наши спецслужбы обладают, и в том числе и наши представители в ОСХО обладают гораздо больше информацией, но на основе этой информации можно сделать один вывод. Терезе Мэй пора, в общем, уходить в отставку. Да? Безусловно, потому что, не подтверждена главная версия, это самое важное. А Россия при этом принимает все, да? Сергей Лавров сказал, что да, все, отличный доклад. Там как бы нету никаких подводных камней, ничего не скрыто. Поэтому для нынешнего британского руководства нужно делать выводы, что они, извините меня, я использую это русское слово, очень сильно облажались. Владимир, согласны с такой постановкой вопроса? Можно ли уже, собственно, нас оправдывать, если так можно выразиться, вот в этих условиях?
Ну, вся ситуация, вы знаете, демонстрирует крайне бедную фантазию наших больших англо-американских друзей, поскольку кроме... Хорошо вы их назвали, да, культурно. Да, обвинений в применении химического оружия, что в Англии, что в Сирии, ничего придумать другого не могут. И причем не утруждают себя никакими обоснованиями того, что это действительно так. Поэтому единственное печально, что весь Евросоюз выстраивается в цепочку, как бандерлоги у питона К. И берут под козырек, поскольку, так сказать, ждут финансово-экономических поблажек, единственно. А аргументов никаких нет, разумеется. Виктор Литовкин, ваш комментарий. Я думаю, что оправдываться нам не надо, мы и не оправдываемся, мы ни в чем не виноваты, но, безусловно... Но УСХО нас фактически оправдал. Но Нет? он не нас оправдал, он показал объективную картину, то, что есть на самом деле. А на самом деле Россия ни при чем к этой истории, кроме